теплый летний вечер в небольшом американском городке Систин Сталлоне, дочь знаменитого Сильвестра Сталлоне, прогуливалась по тихой улице. Ее длинные темные волосы развивались на ветру, а в руках она держала телефон, листая фотографии. Систин была далека от образа звездной наследницы, скромная, сдержанная. Она предпочитала избегать внимания. Но в этот вечер ее спокойная прогулка обернулась неожиданным кошмаром. Местный полицейский, Боб Уилсон, был известен своим крутым нравом и склонностью превышать полномочия. Увидев Систин, одиноко идущую по улице, он решил, что она выглядит подозрительно. Без всякой причины Боб подошел к ней и, не тратя времени на объяснения, грубо схватил ее за руку. Систин попыталась вырваться, но хватка полицейского стала сильнее, и он с силой толкнул ее к стене, нанеся удар по плечу. Девушка вскрикнула от боли, ее телефон упал на асфальт, а прохожие замерли, не решаясь вмешаться. Но Боб не знал одного: в нескольких метрах, за углом кафе, стоял Сильвестр Сталлоне. Он приехал в город навестить дочь и случайно оказался поблизости. Услышав крик, Сильвестр мгновенно повернулся и увидел сцену, от которой его кровь вскипела. Его дочь, хрупкая Систин, была прижата к стене грубым полицейским. В свои годы Сильвестр сохранил мощь, которую демонстрировал в боевиках, и теперь эта сила вырвалась наружу. Сильвестр стремительно пересек улицу, его шаги были тяжелыми, но точными. Боб даже не успел обернуться, когда крепкая рука схватила его за плечо и развернула. Один молниеносный удар, оточенный годами тренировок, отправил полицейского на землю. Боб рухнул, держась за челюсть, а Сильвестр встал над ним, его глаза горели гневом. Толпа вокруг затаила дыхание, кто-то начал снимать происходящее на телефон. Сильвестр не сказал ни слова, он лишь помог Систин подняться, подобрал ее телефон и, обняв дочь, повел ее прочь. На следующий день история разлетелась по городу. Боб Уилсон получил выговор и временное отстранение, а Сильвестр Сталлоне стал местной легендой. Никто не осмелился больше трогать Систин, зная, что ее отец, человек из боевиков, всегда где-то рядом. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.